На Камчатке я уже в 5-й раз, но в море я оказался впервые. Точнее, наверное, не в море, а в Тихом океане. И именно это осознание того, что ты вышел в океан, это, наверное, самое главное потрясение. От океана я как раз и ждал то, что я увидел. Такое ощущение, что это бездонная глубокая бездна, населенная кучей, просто миллионами разных организмов. Это киты. Киты — это просто охренеть. Не передать словами. Увидеть косаток своими глазами, понять их, как они охотятся, как они двигаются, кто идет первым, кто последним, как они реагируют на людей, как мы общаемся с ними, как они общаются с нами. Это, в общем, это была моя мечта — оказаться здесь ради того, чтобы снимать морских млекопитающих. Без разницы, под водой, над водой, просто их увидеть своими глазами и снять. Спустя много лет я пришел к этой мечте, я смог организовать. Всегда представляю себе, что вот мы такие на маленькой 5-метровой лодочке висим над огромными глубинами океана, то есть под нами там километр или 2 километра, да, и в этих глубинах плавают кашалоты и охотятся на гигантских кальмаров. Вот, и мы такие маленькие-маленькие сверху над огромной океанической бездной. Ну и здорово, что именно вот такие встречи в дикой природе, когда мы еще не то, что там гоняемся за ними, да, мы останавливаемся, наблюдаем за их жизнью, мы видим всякие детали, что вот они едят, мы, понимаем, мы рассказываем, что именно происходит, что люди именно такой опыт получают. Для многих такие путешествия, они имеют значение, и то есть люди, представление людей может как-то измениться, но я, по крайней мере, в это верю. Общение с животными в природе – это невозможно сравнить вообще ни с чем. Это настолько яркое, сильное впечатление. И, наверное, это что-то меняет внутри, потому что пропадает желание общаться с ними в своей среде. Это теряет какую-то ценность и становится совершенно неинтересным.
диких животных, таких вот как морских млекопитающих, да, китов, косаток. Когда ты их видишь в дикой природе, ты едешь на лодке, и ты даже не замечаешь, что ты едешь за ней уже 3 часа. Она все плывет, идет, куда-то идет. И вот ей нужен простор. Этим животным нужна природа. И они без нее не смогут жить. И вот именно для этого и нужно, чтобы это осознать, нужно бывать в таких поездках, в таких круизах. По-разному это можно назвать, но наблюдать за животными вообще необходимо людям, чтобы понять себя, что делаем мы.